Всем привет! Сегодня поговорим о связи интерпретаторства и исполнительства. Необходимо ли их разделять? И что говорили об этом известные пианисты и музыковеды? Именно непохожесть исполнения, то есть интерпретации, делают великих исполнителей великими. Прежде всего, они заслуживают восхищения своими способностями видеть в музыкальном произведении то, что не видят остальные, и передавать это в рамках дозволенного, то есть с хорошим вкусом, с соблюдением стилистических особенностей композитора и так далее. На низшей и средней ступенях музыкального образования исполнители обращаются к букве нотного текста, попадая в ограниченные рамки, а чаще в рамки представления произведения преподавателем, что нормально. Пока что ученики не могут позволить себе стать сосоздателями, соавторами музыкального произведения в процессе работы над ним, но уже имеют возможность по-своему услышать произведение и предложить свой вариант на рассмотрение. Но приближаясь к высшей точке мастерства, вы сможете получить большую свободу, но только нужно ею правильно пользоваться, принимая во внимание весь ваш накопленный опыт. Глен Гулд считал, что повторять нотный текст, технично и правильно воспроизведя ноты, просто бессмысленно. Но вот в чем вопрос. Действительно ли исполнительство и интерпретация так неразрывны друг с другом? И насколько связаны эти понятия? Мнения по этому поводу расходятся. Но для начала я дам определение понятия. Итак, исполнением называется творческий процесс воссоздания музыкального произведения средствами исполнительского мастерства. Музыкальное произведение существует лишь в процессе исполнения, а главными задачами исполнителя являются истолкование и раскрытие художественного образа, передача замысла автора. Интерпретация же – это многообразная работа над текстом музыкального сочинения. Здесь уже нужно найти зашифрованный в нотной записи определенный художественный замысел композитора и донести его по-своему, соблюдая все каноны, хотя не всегда. Это и становится главной целью исполнителя-интерпретатора. Итак, существует две точки зрения на связь между исполнительской и интерпретаторской деятельностями. Первая из которых заключается в утверждении: деятельность исполнительская не имеет отношения к интерпретаторской. Вторая же противоположная ей. Исполнительская деятельность неразрывно связана с интерпретаторской и невозможна без нее. Игорь Стравинский был адептом первого утверждения. Выражая свое мнение, он говорил, цитирую: «Ненавижу, когда меня интерпретируют. Чаще всего приплетая мне то, чего и в помине нет». К сторонникам первого суждения можно отнести и знаменитого пианиста Святослава Рихтера, который считал, что исполнителю нужно быть зеркалом. Он не должен искажать музыку, но только исполнять ее так, как она есть, не подчиняя ее своей индивидуальности. Иначе начинается интерпретация, а я против этого. Американская писательница, литературный, художественный и театральный критик, режиссер театра и кино, лауреат национальных и международных премий Сьюзен Зонтаг подмечает следующее, что интерпретация – это месть интеллекта искусству. Истолковывать значит обеднять. Наиболее полно в отношении второй точки зрения выразился Геннадий Моисеевич Цыпин, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов Российской Федерации. Итак, цитирую его слова. «Адекватно выразить в исполнении волю и намерения композитора не сможет никто, кроме разве что самого композитора. И то, если он обладает необходимыми для этого профессионально-техническими ресурсами, как обладали ими Паганини, Лист, Рахманинов. Во всех остальных случаях буквально скопировать, зеркально отразить то, что хотел выразить композитор, даже если предложить, что это доподлинно известно, совершенно нереально». Положительно к интерпретаторской деятельности относился Сергей Рахманинов. Композитор особенно любил слушать свои произведения в исполнении некоторых великих пианистов. Он говорил, цитирую: «Совершенное мастерство открывает мне нечто новое в моей собственной музыке». В контексте
всего вышесказанного я считаю, что понятие исполнитель-интерпретатор в рамках нормы будет более полным отображением степени взаимосвязанности этих двух видов деятельности. И, скорее, на мой взгляд, это неотделимые друг от друга понятия. Ноты – это приближение к желаемому, за рамками которых исполнитель предоставлен самому себе. Нотная запись – это не рамки заточения, а лишь каркас, на которых должна цвести исполнительская интерпретация. Если вы со мной согласны, то ставьте лайк. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!